Слава Украине! Привет всем от Полонского. Итак, друзья мои, можно сказать о том, что переговоры в Лондоне закончились пшиком, не начавшись. Э, Ожидаемо ли это? Ну, в общем-то, да. Скажем так, если бы Трамп не выдвигал совершенно идиотских условий перед началом переговоров, если бы Трамп не слил все с самого начала Путину, еще до начала переговоров, еще до того, как о чем-то стали говорить, Трамп слил абсолютно все, что можно было слить, а потом хотел досливать еще то, что он не слил. То есть немыслимые вещи. Вот, то тогда, конечно, все выглядело бы по-другому. То есть эта вина от начала и до конца лежит на Трампе и вот этой его шайке трампистов, которые его окружают со всех сторон. Никаких других, скажем, здесь виноватых в том, что переговоры в Лондоне пройдут не в том формате, в котором ожидалось, тут других виноватых совершенно нет. А теперь давайте разберемся, что произошло. Итак, сразу несколько мировых агентств, там и Axios, там и Reuters и другие, и Sky News, писали о том, что Трамп выдвинул несколько условий для Украины перед началом этих переговоров. Естественно, все хотели делать за счет Украины. И если некоторые условия были, ну скажем так, не то что понятные, не то что их можно простить, но ну, допустимы ввиду нехорошей ситуации, то одно из условий просто категорически никогда ни в каких условиях. Давайте посмотрим, что хотел от Украины этот товарищ с замечательной шевелюрой. Значит, первое, признание Крыма российским. Ща, 2 раза. 2,5 раза. Признание Крыма российским. Второе, остановку войны по той линии фронта, которая сегодня есть. Ну, это, скажем так, это мне лично не нравится, но, скажем так, подлежит обсуждению. Окей. Почему? Потому что в этом случае мы не признаем оккупированные территории российскими, и рано или поздно можно против России работать изнутри, чтобы она начала валиться там, такое уже было не раз. Вот, тогда можно будет забрать свое и ту же Кубань еще прихватить в качестве довеска. Можно, это можно. То есть мы не признаем оккупированную путинскими бандитами часть своей территории российской. Это нормально, это абсолютно хорошо. Вот. Ну и все остальные там варианты, смотрите, сокращение от армии от нас никто не требовал, и слава богу. Денацификация, можно начхать на это, на все, это бред сумасшедшего. Что там еще было? Ну, фактически, вот эти вот две вещи, они краеугольные. Да, еще размещение войск стран НАТО, но не НАТО. Еще раз, вот тут надо как бы различать вот эти моменты. Размещение войск стран НАТО, может еще каких-то стран на территории Украины после достижения мирного договора. Еще один момент, это нормально, это хорошо, но без участия США, ну не хотите как хотите, начхать. Вот. Какие еще моменты? Да, по войскам это так. Гарантия безопасности Украины, вот это важный момент. Но Штаты не хотят их давать, и Штатам вообще, они всеми силами пытаются показать, что европейские дела их не касаются. Ну, как по мне, понимаете, брать гарантии безопасности Штатов. Смотрите, президент США Трамп с легкостью наплевал на подпись другого президента США Клинтона, который давал какие-то гарантии. Поэтому гарантии безопасности США не стоят той бумаги, на которые они подписаны. Поэтому я это не рассматриваю как, знаете, какой-то такой краеугольный момент. Краеугольный момент для заключения или не заключения сделки. Вот, пожалуй, самые такие основные моменты, которые предусматривались для встречи Рубио, также министров иностранных дел Франции, Великобритании, Германии и Украины. Ну, вчера Зеленский выступил и сказал, что никакого юридического признания оккупации путинскими фашистами Крыма не будет. Это абсолютно правильно. Никогда Украина не признает ни одного сантиметра своей территории, оккупированной путинскими бандитами, территории Рашкастана. Никогда. Забудьте об этом. Вот. И вот это, видимо, послужило тому, что трамписты
не послали этого госсекретаря Трампа Рубио на переговоры. Он, как говорится, не полетел. Ну, сейчас они будут, естественно, обвинять Зеленского. А кого же еще? Ну, вы что, ну, ребята, давайте будем взрослыми. Они все делали для того, чтобы Украину унизить, для того, чтобы поддержать штаны России. Вспомните, сколько раз Штаты выручали Россию в жутких ситуациях. Они их выручают по-любому. Вы посмотрите. Вспомните 30-е годы. Кто им построил всю расистам? Кто им построил всю промышленность? Абсолютно всю. Больше, по-моему, 1600 заводов построили. Кто построил? Правильно, США построили. Вторую мировую войну, когда сцепились два диктатора, Сталин и Гитлер. Кто помог Сталину? Правильно, Штаты помогли, потому что без Штатов линия фронта шла бы под Владивостоком. Вот и все. То есть Штаты, да, потом 90-е годы, когда жрать было нечего, когда на России там они последний хрен без соли доедали. Кто их выручил из задницы? Опять-таки Штаты. Вот, собственно, и все. Они всегда их выручают, они всегда им поддерживают штаны, они всегда фактически по ту сторону. Вот. И сейчас такая же ситуация. Значит, Трамп, пытаясь каким-то образом... Он не хочет завершить войну. Вот это он трендит, он свистит. Ему не нужны проблемы. Вот так давайте скажем. Ему не нужны лишние проблемы. Это А. Второй момент. Ему вследствие абсолютно провальной внешней и внутренней политики, посмотрите, с Гренландией облажался. С Панамой частично облажался. Ладно, скажем, Панаму отбросим. С Канадой облажался. С Евросоюзом с санкциями облажался. С Китаем страшно облажался. С кем там еще, куда ни кинься, везде клин, да, там по всей Америке приходят демонстрации против Трампа. Внутренняя политика идиотизм. С мигрантами, я об этом запишу отдельное видео, там вообще он облажался. Просто полностью. Хуже, чем при Байдене. Вот. То есть везде полноценный прогар и ужас. И единственное, что ему осталось, ему нужно показать какую-то победу, достижение. Вот Украина, за счет Украины он хотел показать себе достижение, поставить это себе в плюс, значит, и сделать так, что вот посмотрите, я великий миротворец, я прекратил войну, ну, за счет Украины, да и хрен с ней. Он ее, честно говоря, покажи ему карту мира, он ее не найдет на карте, эту Украину. Ну, я вам честно говорю, ну, такой уровень образования и мышления, как говорил товарищ Горбачев, мышление, да, у человека. Вот. Поэтому он хотел за счет Украины прекратить боевые действия хотя бы на время, вот, дать Путину перегруппироваться и послать Путина на новую войну. Может быть, против Европы. Кстати, Трамп уже настроен очень агрессивно в отношении Европы. Или против Казахстана, или еще против кого-нибудь. Ну, лишь бы, как говорится, другу Владимиру поддержать зад. Вот, собственно говоря, и все. Это не получилось. Это не получилось по естественной причине, потому что есть... Я вообще не знаю, на что они рассчитывали, когда они предлагали президенту Украины Зеленскому подписывать идиотскую бумагу, по-другому у меня просто нет слов, про признание Крыма так называемым российским. Ну, это просто... Это просто запредельный уровень идиотизма, запредельный уровень непонимания ситуации, запредельный уровень дурости, запредельный уровень безграмотности, запредельный уровень недолугости политики Трампа. Вот, собственно говоря, и все. В результате переговоры в Лондоне, значит, будут. Все равно будут делегации из Штатов, из Германии, Франции, Великобритании, но на более низком уровне, скажем так, это будут топ-чиновники, но не министры, топ-чиновники МИДов. Со стороны же Путина будет дедушка Кит Келлог, помните такого, да? С него начинались переговоры, на нем они, видимо, участие Соединенных Штатов Америки в этих переговорах и завершат. Да, что будет? Будет рассматриваться украинский вариант этих предложений. То есть Украина предложит вместо того, этой бредятины, которую предлагает Трамп, значит, Украина предложит 30-дневный мораторий на боевые действия, за время которого мы попытаемся найти какие-то точки соприкосновения и заключить перемирие, видимо, по корейскому варианту на более длительный срок с путинскими бандитами. Ну, как-то так.
Что будет со Штатами? Скорее всего, Келлогг заявит, я не знаю, будут они выходить из процесса, не будут, но, как по мне, лучше бы они вышли. Потому что они появляются постоянным якорем, и, знаете, который тянет назад. И они хреново то, что они, понимаете, посредник, он должен быть нейтральным. В случае с трампистами они полностью на стороне Путина. И их участие для нас нежелательно. С таким же успехом мы могли бы пригласить туда делегацию, например, Лукашенко, который тоже на стороне Путина. Нафига? Или там делегацию Ким Чен Ына, они тоже на стороне Путина. Так нафига нам такая публика на переговорах? Не нужно. Вот. С моей точки зрения, скорее всего, было бы неплохо, и может быть это так и будет, что роль Келлогга на этих переговорах будет просто в том, что он объявит, что они слили воду, за собой смылись по этим канализационным трубам, ну, туда. И бог с ними. Вот и все. Есть другие посредники, они там не... Штаты не, скажем так, на них свет клином не сошелся, мир клином не сошелся. Ну, не хотите, как хотите, идите гуляйте-то и все. Вот, слава богу, что после этого отпадают автоматически вопросы и о совместном вот этом горе-бизнесе по добыче фантастических редкоземельных металлов, где-то там в степях, я не знаю, где они их нашли, но вот этот бред, он весь, судя по всему, улетучится, никаких переговоров не будет. Не, ну, переговоры будут. Как вчера наши сказали, что пока что наши юристы, это по поводу, уже отвлекаясь, по поводу второго договора вот этого о полезных ископаемых, пока наши юристы еще готовят ответ вместе с международными юристами, европейскими юристами, готовят ответ на предложение Соединенных Штатов, то есть пишут нормальный инвестиционный договор, вот, который неизвестно, когда еще будет готов, неизвестно, когда будет представлен Соединенными Штатами, неизвестно, когда будет рассмотрен, то помните, как Трамп пищал когда-то, что 23-24 числа, что Украина там подпишет, бла-бла-бла, ко-ко-ко. Он просто свистел в очередной раз, да. Ничего мы не будем подписывать, никакой этот инвестиционный договор подписывать. В ближайшее время никто не собирается. Не инвестиционный, а вот тот договор, который вы хотели. Инвестиционный, пожалуйста, подписывайте. Вот вам его представят, если вы хотите работать в Украине, платить здесь деньги, платить налоги. Мы вам не должны ни одной копейки. Ну, тогда да. Да. Вот такие вот пироги. То есть Штаты, возможно, самоустранятся, и, соответственно, образом вот будет другой формат переговоров. Значит, переговорщиками будут представители Евросоюза. Вот, возможно, переговорщиками, вот прекрасные, кстати, хорошими переговорщиками себя показали те же самые Эмираты, например. Тоже будут, кто его знает, разные могут быть форматы. Вот, в любом случае, вы знаете, я еще раз говорю, я абсолютно не буду плакать за Штатами, которые самослились в унитаз. Окей? В сегодняшнем состоянии, извините, вы нам просто не помощники и нам не по пути абсолютно. Если вы считаете, что вы в одном окопе вместе с Ким Чен Ыном и Путиным, ну, окей, хорошо. Мы это поняли, мы это уже давно поняли, собственно говоря. Будьте здоровы. Да, что еще важно в этом моменте отметить, это то, что Европа требует, в отличие от Штатов, ну, еще раз говорю, о Штатах не будем сейчас говорить, Европа требует компенсаций за шкоду, которая нанесена Украине. То есть, чтобы, по всей видимости, Россия заплатила за содеянное. Вот это крайне важно, потому что это должно быть частью договора. А кто будет за это все платить? Штаты, которые сказали, мы самоустраняемся, мы просто хотим ограбить Украину. Вот, но нас не интересует, кто будет платить и будут ли платить вообще. Мы вообще это выносим за рамки. Вот, то есть, как-то так. То есть вопрос компенсации тоже должны будут поднимать. Вот, соответственно, в настоящий момент мы видим то, что Штаты слились. Вместо них сегодня, по всей видимости, будет обсуждаться новый формат ведения переговоров. Это технический формат. Вот, поэтому будут топ-чиновники, но не министры, еще раз говорю. Они обсудят, видимо, самоустранение Соединенных Штатов в туман, новый формат ведения переговоров с путинским рейхом и предложение, по всей видимости, Путину о 30-дневном перемирии, за время которого попытаемся, как говорится, найти какой-то более приемлемый формат.